Привет! Сегодня на обзоре довольно интересные часы Восток Амфибия 170-548. Интересными мне в них показался в первую очередь внешний вид. Давайте рассмотрим поподробнее. Сразу обращает на себя внимание крупный шрифт цифр и часовых меток. Если присмотреться, видно, что они немного утоплены и создают интересный визуальный эффект. Дело в том, что циферблат многослойный. Цвет циферблата черный. Часы выполнены в 17-м корпусе в форме бочки. Вообще в этом корпусе есть такие часы с синим циферблатом, а еще с таким интересным темно-бронзовым циферблатом. Есть также вариант с боковой секундной стрелкой. Размер корпуса составляет 41 мм, но за счет массивной бочкообразной формы и большого циферблата часы выглядят крупными. При этом, благодаря коротким ушкам, носятся они удобно. Расстояние от ушка до ушка составляет 46 мм. Толщина, как, наверное, и у всех амфибий, 15 мм. Это немало. Но загнутые вниз ушки помогают меньше ощущать эту толщину на запястье. Отмечу, что края ушек с внутренней стороны имеют ровный срез, без фаски и могут поцарапать. Ширина ремешка 22 мм. Кстати, о ремешке. Здесь он кожаный, довольно неплохой. Рисунок под крокодилью кожу. Вполне удобный и не жесткий. На обороте надпись «Восток», а на пряжке логотип. Одно важное замечание, однако. У меня небольшое запястье 17,5 мм, но при этом ремешок я застегиваю на предпоследнее отверстие. Получается, что для людей с запястьем более 18 см этот ремешок будет слишком коротким. Не знаю, как так вышло у них. Вообще, конечно, непривычно носить амфибию на кожаном ремешке. Амфибия же рассчитана для того, чтобы в них плавать, но эти часы выполнены в таком классическом стиле. Даже удивительно, что это амфибия. И безель здесь вращается, хотя он не имеет никаких меток. И только надпись на задней крышке подтверждает, что это действительно амфибия. И завинчивающаяся заводная головка, а с ней и водозащита 200 метров никуда не делись. Для костюмных часов это было бы, конечно, излишним. Но ничего удивительного здесь нет. Особенно если сравнить эти часы, например, с Panerai, который имеет похожий стиль, но и высокий класс водонепроницаемости. Вообще трудно избежать сравнения с Panerai в плане внешнего вида. Эти цифры крупным шрифтом на 3, 6, 9 и 12 часов, а также метки для остальных часов. Что касается шрифта, то тут однозначно угадывается стиль Panerai. Однако такое исполнение амфибии существовало и у Востока. Взгляните хотя бы на вид водолазных часов НВЧ-30. Обратите внимание на цифры и метки, а также форму стрелок. А вот более поздняя версия. Поэтому я бы не назвал это прямым копированием Panerai, но все же упомянуть стоило. Флуоресцентная краска нанесена на метки, а также на часовую и минутную стрелки. В целом, все как и у других амфибий. Достаточно яркое свечение в темноте, но при этом не очень продолжительное. Первые полчаса время в темноте читается хорошо. Точность хода на тайм-графере показывает на моем экземпляре плюс 10 секунд в день в положении циферблатом вверх. Это положение соответствует часам, лежащим на столе. В положении заводной головкой вниз, то есть примерно как при носке, отклонение составило от плюс 8 до минус 1 секунды в день. Стиль этих часов повседневный, с уклоном в классический, но это на кожаном ремешке. На стальном браслете можно было бы добиться большей универсальности, на мой взгляд. Что в итоге? Довольно интересные часы в плане внешнего вида. Мне они понравились. Только имейте в виду, что если у вас небольшое запястье, то часы будут выглядеть довольно крупными. Если же у вас запястье больше среднего, поставляемый ремешок окажется для вас слишком коротким. Такая вот неоднозначность. Если вы смотрите до этого момента, то, возможно, вам нравится формат моих обзоров. Если так, поставьте, пожалуйста, лайк. Это поможет моему каналу. Также с недавних пор на канале есть возможность поблагодарить автора единовременным небольшим денежным вознаграждением, так называемое супер спасибо. Для постоянных зрителей есть возможность стать спонсором канала на основе небольшого ежемесячного взноса, который дает вам дополнительные преимущества как зрителю. Об этом подробнее в описании к видео.
На этом я с вами прощаюсь. Пока.